Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я расскажу вам о вот этом смартфоне Tecno Camon 20 Pro. Я купил его около месяца назад, притом покупал его на Авито. В конце ролика расскажу, за какие деньги. В целом, что можно сказать о смартфоне сразу? Это низкий средний бюджет. Раз. Два. Здесь есть мини-джек, здесь есть возможность запихивать карту памяти. Помимо этого он сможет снимать в 2К как на основную камеру, так и на фронтальную. У него классный экран с точки зрения яркости. В максималке он выдает 850 нит. И он не сбрасывает яркость при играх. Уже на лайв-канале у меня два было обзора. Это тест в играх и тест основной камеры. Можете посмотреть, я кратко о нем рассказал. Там в основном, как всегда, разумеется, минусы. Для этого вы смотрите обзоры, потому что все плюсы в рекламе. 400 тысяч с лишним баллов в Antutu он выбивает свободно. У него есть мини-джек, у него есть, разумеется, Type-C-шник для зарядки. Небольшая автономность, об этом вы тоже узнаете в ролике. Довольно неплохой экран, минимальные рамки. Подбородок у него есть, разумеется, но он, опять же, тоже минимален. И если говорить об аппарате в целом, учитывая стоимость, за которую я его приобрел, у меня к нему вообще никаких претензий практически нет. Основной плюс для большинства, кто покупает Tecno, опять же по отзывам моих подписчиков, в том, что Tecno великолепно ловит, но я допускаю, что мои подписчики являются в принципе продавцами данных типов устройств и в комментах поэтому пишут, что они хорошо ловят, потому что у меня совсем другая с ним история, но опять же об этом вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в бело-синей коробке из плотного картона, на ней есть название и краткие характеристики модели. Пакинг стандартный, в комплекте мы имеем смартфон без наклеенной защитной пленкой, гарантийный талон, краткое руководство, чехол, блок питания на 33 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения полноценного прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти. Все как мы любим. Весит смартфон 181 грамм, а размеры составляют 163 на 76 на 10,5 мм вместе с блоком камер. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, телеграм-канал взаимопомощи. Если вам нужен какой-то девайс, вы можете написать туда в чат по ТЗ, и пользователи вам его подберут. Читающих минимум 5000 в месяц. Коллективный разум — это всегда хорошо. И мой личный телеграм-канал, где мы можем с вами постоянно общаться по поводу новых девайсов. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести 20 Pro можно в голубой, черной расцветке и белой с разными оттенками. Дизайн устройства для Tecno в целом стандартный, выглядит смартфон интересно. Тыльная часть выполнена из пластика с прорезиненной поверхностью, а рамка глянцевая и выполнена также из пластика. Эргономика смартфона не лучшая, он довольно большой и скользкий, грани прямые и марки. Опять же, все равно будете носить в чехле, вряд ли это вы ощутите, кроме габаритов. В руке лежит смартфон, не сказал бы, что прям очень удобно, но пользоваться можно. Сборка 20 Pro не худшая, что я встречал, но качество материалов могло бы быть получше. Опять же, если смотреть разборку в интернете, там кажется все волшебно. Когда ты получаешь его в руки, так не кажется. Имеется официально заявленный стандарт защиты от влаги и пыли IP53, минус за черную пластмассовую рамку, которая находится по периметру экрана. Далее. На корпусе с одной стороны расположена кнопка питания и качель регулировки громкости. Также здесь есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Звучание здесь стерео с предустановкой DTS под разные сценарии использования. Даже кастомные эквалайзеры есть. Но он простой. Качество звука, учитывая стоимость, неплохое, громкости достаточно. ИК-порта не завезли, но есть мини-джек на 3,5 мм. Bluetooth кодеков достаточно. Вибромотор средний, плохо, что нет возможности настроить силу вибрации. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран прямой, покрыт он закаленным стеклом. Соотношение сторон 20 к 9, цветовой охват 100% DCI-P3, контрастность 8 миллионов к 1. Рамки небольшие, ко всему верхняя и нижняя рамка практически симметричная. На 100% яркости экран выдает 870 люксов, яркости при прямом попадании света на экран в целом достаточно, но большого запаса яркости нет. Автоматическая регулировка яркости работает неплохо, но не шустро. Плотность пикселей 395 ppi, частота обновления экрана максимум 120 Гц. Ко всему есть автоматический режим 90 Гц и 60 Гц. Тач на 360 Гц, тест на частоту дискретизации касания показал средний результат, я бы сказал, что он хороший. Но в использовании не все так
как радужно с сенсорным откликом. Мультитач есть, и экран на 10 касаний откликается моментально. Always on дисплей на борту, но он неполноценный. Имеется шим затемнения до 1920 Гц. Показатели шима хорошие, выше 15% шим не поднимается. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает неплохо, как и сканер отпечатков пальцев. Биометрические данные можно завести одного лица, а отпечатков пальцев можно зарегистрировать 5 раз. Летим дальше. Процессор здесь установлен MediaTek Helio G99 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор Mali G57MC2, интерфейс HiOS 13 на базе Android 13 версии. Система требует доработки, так как оптимизации мало. Оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.1 на 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 версии, поддержка 5G сетей отсутствует, а для 4G сети есть 7 и 20 бенд. Связь смартфон ловит плохо, но датчик приближения отрабатывает корректно. Из датчиков на борту акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, сканер отпечатков пальцев, ко всему есть электронный компас и гироскоп. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль в наличии. На данный момент для оплаты NFC модулем можно установить MirPay и оплачивать смартом. GPS-тест показывает точность в 1 метр, что стандартно для Mediatek, но, повторяюсь, не куалкомовские процессоры в реальном использовании, допустим, как навигатор, показывают себя обычно очень плохо. Так что все эти точности до 1 метра такое себе. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал очень скромные 6 часов 2 минуты. Проще говоря, разряжается на ура. А Work Performance 12 тысяч баллов — это неплохо. 20 Pro поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Смартфон от родного адаптера у меня заряжается от 0 до сотки в среднем за 1,5 часа. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно, за эти деньги ее ни у кого нет. При просмотре видео на YouTube за 1 час уходит в среднем 4% заряда. В играх с одновременным стримингом на Твиче за час у меня смартфон поедает 27%. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест выдал 120 гипсов минимум, максимум 194 и в среднем 166 гипсов на 100 потоках при 60 минутах, и это плохо. В Geekbench в 6-м в синглкоре 737, в мультикоре 2026. 3D Mark показал, что вы видите на экране. В принципе, все неплохо. Главное, все тесты он прошел без морозилки. И в Antutu устройство выдало допустимый минимум в 409 тысяч попугаев, потратив всего 4% заряда. Но, к сожалению, это Antutu не отражает реального использования, потому что, учитывая оптимизацию данного смартфона, я могу вам сказать, что ощущение, что у него 250 тысяч баллов или 280 тысяч. Все очень сильно подтормаживает для таких результатов в Antutu. Storage тест показал 43 тысячи, а 45-минутный стресс-тест прошел он плохо, что неудивительно. Результаты вы можете наблюдать на экране. Про камеры. Блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и кольцевой LED-вспышки. Основной сенсор RGB-W на 64 мегапикселя с углом обзора 81 градус и датчик глубины на 2 мегапикселя с углом обзора 88 градусов. Сверхширика и макро нет. Максимальное разрешение для съемки видео 2К 30 FPS. Оптостаба нет. Есть только цифровая стабилизация, которая работает в 1080p 30 FPS. Фронтальный сенсор здесь на 32 мегапикселя с максимальным разрешением 2К 30 FPS. Находится он по центру верхней части экрана, а верхние рамки спрятали вспышку. Вспомогательных функций, режимов, фильтров и тому подобного на борту достаточно. Камера, как по мне, далеко не самая сильная сторона данной модели, но в любом случае короткие примеры видео и фото вы сейчас увидите. Фронталка 2К 30 FPS. И странно, что 1080p 60 FPS отсутствует в движении. Смарт-чехле. Не особо кричу, не за рулем. И вот так примерно вы сможете снимать на данный смартфон. Повторяюсь, странно, что нет 1080p 60 FPS, только 1080p 30 FPS и 2К 30 FPS. И основная камера 2К 30 FPS. Здесь уже 1080p 30 FPS есть. Ну вот так примерно вы сможете в движении, в тревеле где-то что-то как-то снимать. Облака передает при желании. Людей снимает. Съемка вечерняя, ночная. Я вам скажу, что мне не хочется снимать примеры на этот смарт, потому что цветопередача уровня 0. Я просто уже снимал на другие, увидите в обзорах. И здесь, конечно, все печально. 1080p 60 FPS. Ночная съемка.
И вот так вы сможете снимать. И шумы, конечно, ужасные. Ужасные шумы. Но много у кого за эти деньги такие же шумы. Только картинка иногда лучше. Иногда. 4К 30 FPS может быть будет лучше. Нет, шумов тоже море. И тоже ночь. По большому счету, как мне скажут правильно, а что ты от Tecno хочешь? Связи нет, она толком здесь не работает, но во всяком случае у меня между городов только в Tecno нет связи. Второй момент, съемка. Ну а зачем она мне нужна, правда? По экрану вы и так уже все знаете, в играх и так уже в курсе. В общем, если вас устраивает их оболочка, которую они пилят на 5 лет дольше, чем Xiaomi, и вы надеетесь, что они в перспективе ее допилят, то хорошо. Напоминаю, что я его купил за 15 тысяч, чуть-чуть дешевле. И за новый смартфон с этими характеристиками претензий у меня нет. Я его также и продам. Но сам бы я пользоваться таким не стал. И никому бы не посоветовал. Вот она, ночная фронталка. Плюс-минус то же самое. Ночь. Ну, кстати, фронталка не так и ужасно. 2К 30 FPS. И по мне справляется она довольно неплохо. Даже по стабу, посмотрите. Да, он плохой, но роллинг шаттера нет. 2К 30 FPS. И сейчас реальный тест. Выставка Ван Гога. Один азиатский парень только пришел и все. Мы вдвоем здесь. Он тоже какой-то контент делает, но вертикальный. Ладно. Ну, в целом, смарт вообще никак не передает. Как это все классненько. Но это тоже лирика. Надеюсь, за музыку меня не забанят. Вот так вы можете снимать прелести всякие. И фронталка в тех же условиях. Музыку слышите? Она есть. Ну и меня слышно должно быть хорошо. In painting, I want to say something comforting the way that music is comforting. В общем, ночью не снимать. И роллинг шаттера нет. 2К 30 FPS. Ох. 2К. 2К 30 FPS. И опять же, чтобы вы понимали, любые мои подсъемы, это не для того, чтобы захейтить или наоборот сказать, что вот смартфон как классно снимает. Это для того, чтобы вы могли сравнить. Практически постоянно я снимаю в одинаковых локациях. Они безумно сложные, потому что неоновые вывески, движущиеся объекты, много разного света, источников, по цвету все разное, по теплоте. Плюс иногда дымка, но сейчас ее нет. Вот обратите внимание, допустим, на дороге постоянно диоды мигают. И все это вы можете смотреть на разных смартфонах и сравнивать. Кого-то устроит одно, кого-то устроит другое. Это как со звуком. Для меня, допустим, оптимальный идеал — это какие-нибудь Huawei FreeBuds 5i. Очень даже басовитые. Или OnePlus Buds 2 Pro 2R. То есть что-нибудь такое. Если совсем много денег, то Sony, хотя они не оправдывают свой ценник. У других какие-то другие предпочтения и в камерах, и во всем. Просто помним, что мои оценки съемки с телефонов — это оценки человека, который 3 года делает обзоры на смартфоны. То есть я смартфоном снимаю. И иногда пытаюсь с разных смартов снимать также. К сожалению, не всегда картинка хороша. Ну вот так, несмотрибельно, но опять же это для меня, для вас может быть нормально. Фронтальная камера, разумеется, HDR работает только в 1080p 30 fps. Сейчас, кстати, его включу, пока он не включен. До этого было 2К, сейчас 1080p 30 fps и HDR включен. Насколько хорошо он снимает, смотрите сами, но стабилизация нулевая. То есть я держу в одной руке, не двигаюсь, но стаба не видно. Фронталка, никакого теста во время езды не будет, но вот так. 1080p 30 fps, HDR, и да, конечно, смарт аж кайфует от того, что делает фотографии с вашим лицом, и как в Самсунгах улучшалка, только здесь она более агрессивная. Разумеется, что это не сделано для того, чтобы вы лучше выглядели, а потому что не может смарт детали передавать. Ну и ладно.
кому-то наоборот даже больше понравится. В целом вы будете моложе выглядеть, если вам 40 или 39, как и мне, на лет так 10, фотографируя себя на него. Вот так. И в принципе, если вы даже будете снимать видео, он будет вас тоже делать моложе намного. Или наоборот старше, в зависимости от освещения. Ну и фронталка тоже немного. Чуть другие условия. Главное без значка VIP, да? Шумы. Как у всего. Минусы: нет ЭК-порта, нет сверхширика, нет макросенсора, операционная система недоработана, все лагает. И цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Вряд ли вы за мою стоимость его купите. За те деньги, за которые я его приобрел, можно рассмотреть. Хотя я бы не стал. Но я понимаю людей, которые за эти деньги купят. За ту стоимость, которую он сейчас стоит, никому не верьте. Их концерн занимает 4-е место по объемам продаж смартфонов. Еще раз повторяюсь, в каждом ролике. По той причине, что они продают много тапиков. По 2000 рублей. Вряд ли вы кого-то встретите с их фантомами, которые я, кстати, покупал, обозревал. И, скорее всего, не потому, что их не продали, а потому что, наверное, те, которые продали, уже так сильно лагают, что их уже перепродали или разбили. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Ну что же, резюмирую, я записываю, как всегда, по традиции на этот средний бюджет. Основная камера 2К 30 FPS, идеальные условия для съемки, его родные микрофоны. Какие минусы, повторяюсь, я в нем нашел? Первое, мне не понравился тач в играх. Тач в играх ужасен, и это мягко сказано. Второй момент, что мне не понравилось, малая автономность. Даже 6 часов в PC-марке с маленьким хвостиком говорят о том, что автономность у него, никакая. С другой стороны, в играх она не такая плохая была. Третий момент, тач мне не понравилась автономность. По поводу его шустрости. Скажем так, он выбивает 400 тысяч баллов в Antutu, но когда ты им пользуешься, у тебя стойкое ощущение, что у тебя смартфон, который выбивает максимум 1280. Он подлагивает и тормозит. Все, что я вам говорю, это субъективно. Четвертый момент, разумеется, я уже тестировал эти Tecno Infinix за городом. У меня они ловят плохо. Максимально убогие по стоимости Realme C53, а это супер-ультра бюджетник, ловил лучше. И у него оболочка, по мне, по какой-то неясной мне причине, с его ограниченным количеством баллов в Antutu намного шустрее работает, чем у того же Tecno. С другой стороны, здесь хуже тач, еще много чего хуже. Это разный ценовой сегмент. И по железу, разумеется, на бумаге Tecno его обгоняет по полной программе. В целом, если вы имеете возможность его приобрести, как и я, за 1015, притом это не используя какие-то баллы, вариант хороший. Как мне писали: Саня, а я пошел половину баллами оплатил и купил его за 13 тысяч рублей. Ну, друзья, вы могли бы за 26-27 на тот период, когда мне писали комментарии, купить Samsung A54. А это вообще другого типа устройства, это небо и земля. И опять же, также использую баллы. Если говорить о цене выше, наверное, 20 тысяч рублей, вообще смех и ничего другого. Все, кто мне напишет: Александр, но есть же они на другом процессоре, оболочку они тоже труда другую запихали. Понимаете, я тестировал Tecno задорого X2 Pro, посмотрите, у меня уже фантом на канале, и за минимальный ценник. То есть высокий прайс, низкий прайс, я прошелся по всему. Оболочка убивает все. Это отличный третий эшелон, великолепный за свои 15 тысяч рублей. Все, что выше, вы уже уходите в территорию среднебюджетников от Xiaomi, Huawei, Honor, Poco и других брендов, Realme, которые прямым текстом съедят этот бедный Tecno. С одной стороны. С другой стороны, сейчас вы видите везде, где только можно, рекламу этого смартфона. И с точки зрения маркетинга, даже для блогеров, выгоднее, чтобы вы это дело покупали, потому что вы будете менять тогда аппараты чаще. Опять же, мое субъективное мнение. От меня девайсу однозначное да. Я не жалею, что его купил. Мне было приятно его тестировать. Ни одного теста он не провалил. Кроме, опять же, тача и теста на автономность, плюс теста связи. У меня это дело ловило хуже всех остальных моих телефонов. Опять же, как мне пишут, что iPhone 7 ловит хуже. Может быть, у меня нет таких старых телефонов. И еще написали, что Samsung S21 ловил хуже, но это я мало могу поверить. Хотя у кого-то Samsung, у меня тоже не со всеми операторами, они хорошо работали. Пишем в комментариях, у кого есть реально девайсы на руках, а кто не продает Tecno. Может быть, кому-то этот бренд нравится. Мне нравится то, что у меня есть контент. Я могу купить за небольшие деньги аппарат, потом его продать за те же деньги,
рассказать вам, получить какой-то user experience. Ходил бы я с ним? Однозначно нет. Выглядит он, по мне, интересно, особенно в чехле. Да, пластик убогий, как и Infinix 30 Pro. У меня, кстати, есть и на него обзоры, и многие могут сказать, ты Infinix захейтил, а Tecno вот не захейтил. Ну, потому что Infinix мне обошелся в 24, а этот в 15. И они плюс-минус по мне одинаковые. То есть, несмотря на различия в баллах Antutu, вроде бы камере и всем остальном, ощущение, как будто у тебя один телефон в руках. К слову, и у брендов такое тоже бывает, когда ты получаешь среднебюджетника флагмана, у тебя в руках фактически одно и то же устройство. Из-за того, что оболочка плюс-минус одинаковая, у тебя есть такие ощущения. Но это дело тормозит намного больше. Девайсы, повторяюсь, от меня ультра скромная, да, 15 тысяч, welcome. Без разницы на каком процессоре, все это курам насмех. Добра и удачи вам, дорогие друзья.